Привет! Вы на канале с обзорами книг, пока еще малоизвестных авторов платформы Литмаркет. И сегодня я поделюсь с вами личным мнением о прочитанном. Ну что, поехали? Книга опубликована на сайте Литмаркет в марте этого года. Повествование ведется от двух главных героев – Лии, Валли и Максима. Оба они оборотни. Но если Максим вожак стаи, то Лия всю свою жизнь была вынуждена скрываться. Не раскрывать свои сущности никому из людей, не говоря уже об оборотнях. Стоит сказать, что рейтинг у книги 18+. История начинается со смерти матери Лии. Именно это является ключевым моментом, меняющим всю дальнейшую судьбу девушки. Она поступает под опеку Максима, который делает все возможное, чтобы защитить главную героиню от неизвестной угрозы. Между ними не сразу возникает симпатия, но определенно существует притяжение, вследствие чего за развитием их отношений интересно наблюдать. Главную интригу произведения можно выразить одним словом – погоня. Уже по завязке видно, что за Леей ведется таинственная охота на протяжении всей ее жизни. Именно охота и послужила главной причиной скрытной жизни девушки. Постепенно клубок загадок распутывается, и мы узнаем все больше о жизни Лии. Какие отношения у нее были с матерью и отцом, как она жила до того, как попала в стаю Максима, что пришлось ей пережить за все то время, что она скрывалась от чужих глаз. Рассказывать много не буду, но сюжетный поворот касаемо причин погони мне понравился. На мой взгляд, автор интересно объяснил, откуда в этом мире появились оборотни. Мы постепенно узнаем не только о главных героях, но и о мире, в котором они живут, каким законам они подчиняются и как взаимодействуют с людьми. Приятные герои. Они не предстают перед читателями совершенными существами. У каждого из них есть свои желания, стремления, страхи и сомнения. Пока читаешь, несложно поверить в то, что герои произведения – живые люди. Все они радуются, плачут, влюбляются и ссорятся. Каждому из них сопереживаешь, и хочется узнать, как сложится их жизнь в дальнейшем. Интрига в романе присутствует на протяжении всего произведения. Частенько я ловила себя на мысли, что задаю вопрос, чем же настолько важным обладает девушка, что за ней ведется погоня. И, как уже упоминалось, автор постепенно разматывает этот клубок тайн. Знаете, когда читаешь какую-нибудь книгу, иногда появляется такое чувство, что ты что-то не понял. Приходится возвращаться на несколько строк назад, в лучшем случае, и читать все заново. Так вот, со мной такого не было. Если я возвращалась назад, то только для того, чтобы подтвердить или опровергнуть собственные догадки. В общем, можно сказать, что автор старательно прописал мир и героев его населяющих, следуя поставленным рамкам. Паузы как таковые нужны, особенно для того, чтобы герой или читатель смог обдумать ту или иную информацию. К сожалению, данные паузы для меня были немного длинноватыми. Например, когда Лии нужно было покинуть стаю для того, чтобы запутать преследователей. После того, как девушка оказывается в безопасности, ее дни тянутся, как эластичная резинка. Но мы узнаем больше о Марте, Матвее и других персонажах. Но до следующего ключевого момента, в котором раскрываются способности девушки, проходит достаточно много времени. Нет, я не говорю, что действия, которые происходят между ключевыми событиями, не важны. Я скорее хочу сказать, что читать долго. Да, несмотря на некоторые недочеты, в целом текст очень даже неплох, не говоря уже о сюжете. Мир и герои продуманы хорошо, а интригу автору удалось интересно закрутить.
Так что переходите по ссылке в описании, если вас еще нет на сайте Литмаркета, регистрируйтесь и читайте интересную историю Валли Василины Лебедевой. Главное, не забудьте поблагодарить автора за его труд. Если вы напишите хотя бы простое «спасибо», плюсик кармы вам гарантирован. Благодарю за просмотр. И помните, если книга идет с пометкой «сам издат», это еще не значит, что она плохо написана.